Добрый день, уважаемые зрители, подписчики моего канала. Я Валерий Табаков, юрист. Вопрос сегодняшнего видео – это не вопрос меня как политика и не вопрос меня как блогера, а именно как юриста. Я буду прямо, честно, без эмоций, с опорой исключительно на факты и правовую теорию разбирать тему, которую очень внимательно требует изучения. Она слишком важна, чтобы ее замалчивать или искажать под удобные нарративы. Тема эта касается теракта 18 апреля 2026 года в Киеве. И ответа на вопрос, почему этот теракт вообще стал возможен в сегодняшней Украине. Главное, почему настоящая глубинная угроза национальной безопасности Украины с учетом именно этого случая, этого теракта, кроется не в русскоязычных или даже пророссийских гражданах, а в системной слепоте и бездействии власти перед украинскими ультраправыми радикалами. Тема вообще достаточно такая, страшная, да, то есть она может вызывать страх перед этими радикалами, но тем не менее она требует детального и в том числе и юридического анализа. Начнем с фактов, которые всем известны. 18 апреля около 17:00 в Голосеевском районе столицы в супермаркете Велмарт на улице Демеевской 58-летний Дмитрий Васильченко открыл беспорядочную стрельбу из легально зарегистрированного карабина по случайным прохожим. 6 человек погибли, в том числе родители маленького ребенка, более 10 получили ранения разной степени тяжести. Стрелок забаррикадировался в магазине с заложниками, и только после почти часовых переговоров и последующего штурма бойцами спецназа «Корт» он был ликвидирован. СБУ и Генпрокуратура квалифицировали это как теракт по статье 258 Уголовного кодекса Украины. Видео с места событий, где двое патрульных полицейских развернулись и убежали, бросив раненых гражданских, включая ребенка, раненого в голову, облетело всю страну и стало символом позорища украинской правоохранительной системы. Кто такой этот Дмитрий Васильченко? Он уроженец Москвы, 1968 года рождения. Гражданин Украины, долгое время проживал в Бахмуте, Донецкой области, имел периоды жизни в Рязани, Россия. Военный пенсионер, служил в украинской армии до 2004 года в механизированной бригаде. Русскоязычный человек с типичным донбасским бэкграундом. В его старых постах в Facebook под ником Бахмут ВДВ, что означает отсылку к воздушно-десантным войскам его отца, и инициалы его фамилии, имя, отчество, полковник, его отец в отставке Российской Федерации. В этих постах видна четкая картина длительной радикализации. Антиукраинские тексты, отрицание легитимности государства. Он писал «Так называемая Украина».
антисемитизм, восхищение методами Гитлера, Муссолини, оправдание действия Гиркина в 2014 году, призывы к зачисткам и насилию. Человек явно с признаками психической нестабильности, который, тем не менее, спокойно получал и продлевал разрешение на оружие. Перед терактом он поджег свою квартиру, то есть это классический одинокий волк. Это термин из современной криминологии и теории терроризма. И этот теракт не результат русскоязычности. Русскоязычные граждане Украины – это миллионы лояльных людей, от учителей, врачей до бойцов ВСУ, волонтеров и предпринимателей, которые ежедневно доказывают свою преданность стране. Язык – это просто инструмент общения, а не маркер предательства. Статья 24 Конституции Украины прямо закрепляет: граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по языковым или иным признакам. И это фундаментальный принцип правового государства и основа социального договора между гражданином и властью. Настоящая же глубинная угроза национальной безопасности Украины – это украинские ультраправые радикалы. Именно они годами сеют насилие на улицах, нападения на ромов, ЛГБТ-сообщества, левых активистов, журналистов, разгон мирных акций, давление на, так сказать, непатриотичных. Полиция и СБУ в большинстве случаев либо бездействуют, либо закрывают глаза, а иногда и покрывают. Почему? Потому что эти группы позиционируют себя как патриотов, а власть боится их трогать, чтобы не получить ярлык предателя или ватника. Ярчайший пример, который наглядно иллюстрирует всю проблему, это дело об убийстве Ирины Фарион. Фарион – классическая ультраправая националистка. Экс-депутат Верховной Рады от партии «Свобода», известная своей жесткой, радикальной позицией по вопросам языка, истории и чистоты нации. 19 июля 2024 года во Львове, во дворе собственного дома на улице Масарика, она была убита выстрелом в голову. Преступление было тщательно спланировано, киллер следил за ней заранее, сидел во дворе на скамейке и выстрелил с близкого расстояния. Фарион скончалась в больнице через несколько часов. Подозреваемым стал 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра. Обвинение и сторона потерпевших, включая дочь Фарион, активно представляют нам Зинченко как ультраправого радикала. Иного, то есть в отличие от Фарион, еще более экстремального толка, якобы с подписками на российские неонацистские каналы NSWP, антисемитскими и российскими комментариями. Власть и часть СМИ сразу начали подавать это как это убийство, как конфликт двух группировок ультраправых. Одна – это традиционные украинские националисты типа Фарион, Тягнебока и Свободы. Вторая – более радикальные, расово ориентированные элементы. Однако реальных, неопровержимых доказательств принадлежности Зинченко к ультраправым или нацистским структурам нет. Сам Зинченко категорически отрицает свою причастность как к убийству, так и к каким-либо ультраправым или неонацистским взглядам и организациям. В суде он зачитал подробный список из 26 пунктов, где полностью опровергал доказательства обвинения, в том числе анализ содержимого его мобильного телефона, назвав его абсурдным. Его адвокат и семья подчеркивают: прямых улик нет, а все попытки
навесить на Зинченко ярлык ультраправого – это манипуляция. Власть и потерпевшая сторона пытаются использовать это дело именно как доказательство внутреннего конфликта ультраправых. Но, по сути, мы видим одно и то же. Ультраправый спектр, где разные крылья сталкиваются в кровавой грызне. Именно ультраправые и традиционные националисты, и те, кого пытаются представить как еще более радикальных, требуют ограничения прав и свобод граждан по языковому, этническому или идеологическому признаку. Именно они разрушают монополию государства на насилие, создавая параллельные патриотические структуры, дружины и атмосферу безнаказанности. И именно это внутреннее столкновение ультраправых привело к убийствам Фарион, Порубия, Ганула и в конечном итоге стало одной из причин, почему система не смогла вовремя остановить киевский теракт Васильченко. Перейдем к теоретическому обоснованию. С точки зрения теории национальной безопасности, которая включает конституционное и административное право, угрозы делятся на внешние и внутренние. Война с Россией – главная внешняя угроза, но внутренние угрозы, такие как неконтролируемый экстремизм, подрывают государство изнутри. Точно так же эффективно теория радикализации одиноких волков объясняет механизм. Это длительный процесс, где человек под влиянием идеологии, социальной изоляции, психических проблем и отсутствия профилактики переходит к насилию. Системное игнорирование одной формы радикализации ультраправой создает слепое пятно во всей системе профилактики. Это приводит к тому, что правоохранители теряют навык и волю реагировать на любой экстремизм, даже на пророссийский одиночный теракт. Такое селективное правоприменение прямо противоречит принципу равенства перед законом, статья 24 Конституции, и разрушает социальный контракт. Именно поэтому провал с патрульными в Голосеевском районе – это не случайность, а закономерный итог, когда полиция годами привыкает не замечать уличное насилие ультраправых, она теряет способность оперативно реагировать даже на очевидную угрозу. Министр Клименко назвал поведение офицеров позором. Глава патрульной полиции подал в отставку, но это лишь косметика. Долой ультраправых, долой любое деление граждан на правильных и неправильных, долой безнаказанность тех, кто разрушает государство изнутри под патриотическими лозунгами. Я, как юрист, требую от власти системной, а не показательной борьбы с любым экстремизмом, независимо от флага и лозунгов, реальной реформы полиции и СБУ с независимым аудитом, жесткого контроля за оружием и профилактики радикализации на основе равенства. Равенства всех граждан перед законом, без деления на патриотов и остальных, на украино- и русскоязычных. Только так мы защитим страну. Не языком, не происхождением, а законом и равенством. Это не слабость, это сила настоящего правового государства. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вы согласны, ставьте лайк. Пишите в комментариях свое мнение, делитесь видео, подписывайтесь, чтобы не пропустить
следующие разборы. Донатьте. Реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!